Всем привет, с вами канал SEO Line, и сегодня речь пойдет о проекте, который имеет название Credo. И данный проект в своем видео я решил выделить совсем не просто так, потому как он занимает передовые позиции в этом сегменте и сможет продемонстрировать несколько интересных фактов, которые на самом деле полностью повлияют на его развитие. И в этом видео я подробно расскажу об этом проекте, попробую проанализировать его перспективы, основные возможности и цели, которые ставит перед собой команда, потому как есть несколько отличительных особенностей, которые имеют прямое значение, и именно они показывают, насколько данный проект может быть интересен и перспективен в этом сегменте рынка, потому как здесь уже он показал себя как одним из самых перспективных, и здесь нужно вспомнить всего лишь один немаловажный момент. Он заключается в том, что этот проект выходил на CoinList'е, то есть мы прекрасно понимаем, что есть огромные перспективы и заинтересованность пользователя, которые заходят в такие продажи, прекрасно понимая, какую прибыль они могут получать в результате. Прямо сейчас компания проводит активную маркетинговую кампанию и пытается сделать все, чтобы привлечь максимальное количество пользователей к себе. Поэтому Credo является одним из немногих таких проектов, который в целом будет демонстрировать. Если говорить о сразу преимуществах, то конечно же, здесь можно отметить тот факт, что данный проект уже полноценно торгуется на KuCoin. Это, в принципе, очень важный момент, потому как KuCoin — это одна из топовых бирж, которая в целом никого просто так у себя на страницах не размещает. Это, по сути, очень важный момент, который нужно понимать. Есть уже доступен собственный кошелек, который можно скачать на свой мобильный телефон или же использовать иными способами. По сути, данный проект является одним из самых интересных и перспективных в этом сегменте, и если говорить непосредственно о его преимуществах, то это полное соответствие и норматирование требований. С 2018 года все работают с мировыми регулирующими органами, чтобы помочь в формировании политики. То есть мы должны понимать, что данный проект пытается соответствовать всем законодательным актам, которые существуют на данный момент. И по сути это очень важно, потому как прямо сейчас можно встретить массу проектов анонимов, у которых нет истории, нет никаких перспектив и возможностей для какого-то либо не было развития. По сути, это все отталкивает и делает то, что многие проекты попросту не могут себя реализовать или демонстрируют определенные методологии развития и факторы, которые в целом не дают никаких значимых результатов и высот, что в принципе является важным и отличительным преимуществом, которое в целом нужно выделять, и о нем на самом деле нужно будет говорить подробнее. А также каждый человек получает это полноценное обслуживание. Круглосуточная поддержка осуществляется 7 дней в неделю. При этом не существует никаких выходных, праздников или каких-то перерывов, что по сути опять же является очень важным. Более подробно, конечно же, хотелось бы поговорить непосредственно об архитектуре. И сеть состоит из трех основных слоев. То есть первое — это блокчейн, второе — это Credo блокчейн и Credo децентрализованный блокчейн. То есть мы понимаем объединение нескольких технологий, которые обеспечивают максимально высокий уровень обработки транзакций, демонстрирует то, благодаря чему данный проект в целом развивается, какие факторы риска и возможности для перспективы существуют на данный момент. По дорожной карте, конечно же, здесь все вполне очевидно, потому как важно понимать, что есть полноценный майнинг, который уже запущен, он уже протестирован, и именно он показывает действительно интересные и правильные вещи, о которых на самом деле стоит говорить, и лично для меня они являются вполне значимыми и очевидными, потому как Credo является одним из таких проектов, благодаря которому есть полноценная целостность этой системы, и то, как это все будет развиваться и демонстрироваться в дальнейшем, будет влиять на его какие-то стратегические анализы и показывать то, благодаря чему данный проект существует и какие сферы риска могут быть. На третьем квартале 2021 года это запланирован полноценный тестнет и полный выпуск. То есть, по сути, мы говорим о том, что прямо сейчас Credo управляет 6 валидаторами, есть кошелек на основе Credo Core Client, приложение Credo Sign позволяет операции выполнять с несколькими кастаноидами. В третий квартал это уже будет более полноценный для развития всего сообщества, и
в первом квартале 2022 года уже получается полноценные валидаторы, которые будут получать определенный доход сети и полный переход к управлению DAO, что по сути также является важным и значимым преимуществом, о котором стоит говорить, потому как это все является важным и отличительным, хотя бы в моем понимании то, что как это есть. По поводу имена, это мы прямо сейчас видим людей, которые активно принимали участие в развитии данной платформы, и как мы понимаем, Cronos, KMS, Nexo, Coinbase, Figment, Ledger Prime — это те проекты, которые просто так в этом сегменте не появляются. Это важный момент, о котором стоит говорить детальнее и на самом деле подробнее. Конечно же, все ссылки на данный проект я оставлю внизу в описании, но по поводу рисков здесь можно, конечно же, добавить только одно. Мы видим полное понимание, что проект является одним из самых перспективных, но важно смотреть на то, как команда будет реализовывать свои идеи, насколько это будет постепенно, потому как в этот сегмент не так будет легко ворваться очень быстро и занять какое-то определенное место, демонстрируя все степени и возможности для развития. Поэтому на этих деталях следует останавливать особое внимание, ведь они являются значимыми и вполне очевидными. Конечно же, данный проект лично для меня является одним из самых интересных, но при этом хочу отметить, что риски у проекта Кредо достаточно большие, и каждый человек их должен для себя на 100% анализировать, потому как это все показывает проект в таком свете, что он может развиваться и в целом выходить на какие-то определенные перспективы для дальнейшего развития. Поэтому каждый человек должен принимать решения самостоятельно, отталкиваясь непосредственно от данных и то, как это все есть. Конечно же, более детальную информацию можно будет найти на том же Медиуме, где постоянно публикуются интересные статьи, которые, в принципе, позволят рассказать об этом проекте. Действительно, очень много. И хочу отметить, что он прямо сейчас только находится в стадии своей развития. Это важный момент, о которых реально нужно говорить. Не стоит думать, что проект является сырой или он сможет как-то быстро завоевать свою популярность в этом сегменте. Здесь все совсем не очевидно, и именно на этих моментах следует акцентировать особое внимание, потому как они являются по-настоящему значимыми и правильными. В целом, это все, что мне хотелось рассказать о проекте Кредо. Если есть какие-то вопросы либо комментарии, вы можете написать их в комментариях. Ну а с вами был канал ICO Online. Всем удачи, хорошего настроения и пока.